Всем привет, снова я, снова вы, снова Python, и сегодня разберем списки. Что это такое, мы уже поговорили, нас интересуют словари, да? Собственно, мой GitHub, ссылочка будет в описании. Если все забыли, все потеряли, там же в описании есть и плейлист по Python, так что ничего страшного. Пока мы не начали, нажми лайк, подпишись, если не подписался, потому что контент выходит. Вот. Поэтому буду ждать. Да. Копируем код. Не тот. Копируем код, вставляем в Visual Studio и, собственно, разбираемся. Мы на прошлом видео поговорили про списки. Да? И, соответственно, многое из того, что связано со списками, подходит и под словари. Та же история с копированием, все те же проблемы. Но в чем разница? Смотрите. Словари используются, когда нам необходимо хранить некую структуру. И мы хотим понимать, как она будет работать и на каких принципах она будет строиться. Также она позволяет нам избежать дублирования информации. То есть, если списку без разницы, вот я могу написать вот так вот, user 1, user 2 и user 1, ему абсолютно до лампочки, ну есть и есть, пусть будет. При этом списки, они работают более хитро. Если я вот здесь заменю на единичку, то вот этот как бы из памяти вытрется и вместо него останется вот этот. То есть, как работают списки? У них есть ключ и у них есть значение. Вот он ключ, вот значение. В данном случае значения могут быть проще, значения могут быть сложнее. То есть, давайте я создам еще один словарик. Ключом будет выступать, допустим, мой логин, а паролем будет выступать пароль. Ну, это не самая, конечно, гениальная схема, но, собственно, почему бы и нет. Так. И, соответственно, user 3. Форматнули. Красота. Да, то есть есть некий ключ, есть некое значение. Значение может быть как value тайпами, то есть какими-то простыми, да, строками, числами, булями. Также и сложными reference тайпами, то есть различными вот такими вот, да, то есть словарь внутри словаря или список внутри словаря — это та ситуация, которая встречается постоянно, и вы всегда будете, скорее всего, работать именно со словарем словарей или какой-то комбинацией списки словарей, что в зависимости от ситуации. И давайте посмотрим. Если в списке мне важен только порядок, то есть я должен написать обязательно, что второй элемент там нулевой, да, внутренняя и внешняя адресация, то со словарем в этом плане все намного проще. Нас интересуют буквальные ключи, по которым мы узнаем информацию. То есть здесь важен порядок, здесь важна очередность, здесь важен только, ну, скажем так, да, только ключи, название ключей. То есть, что это означает? Это подобно адресу. То есть сначала указываем, там, допустим, город, потом улицу, потом номер дома, номер квартиры. И по этому пути мы можем пройти и попасть в нужную нам квартиру. Здесь нам надо то же самое, что с почтовыми индексами. То есть вы берете почтовый индекс, и он вам подсказывает, какой это город, какое-то почтовое отделение. Но больше вам, скажем так, а дальше уже разбирайтесь сами. То есть важен, еще раз, списки позволяют дубликаты. Да, именно позволяют дубликаты. Далее, информация может идти только в четком, строгом порядке. Если перемешать местами, поменять местами, то логика будет ломаться. Словари. Им вообще без разницы. Ну, как бы есть. Ну, вот напишу я вот так вот. Ну и что? Да, главное, чтобы между элементами стояла запятая, и все. А логин там не логин, ну поменяю я местами, ну и что? Ему абсолютно без разницы. Главное, чтобы
синтаксис не ломался. Видите, все нормально. Запущу. Все, видите, все работает. Возьмем вот тот пример из прошлого видео, когда телефонная книга представляла из себя вот такой вот ужас. Список, внутри которого 3 списка, внутри которого строка и список, внутри которого список, внутри которого строка и число, да, ну или вот в этом случае тут вообще 3 списка, в каждом из которых ужас. Чтобы получить число 866, мне понадобится обратиться по такому пути. Если вы не машина, не компьютер и, я не знаю, сверхразум, то вы вот по такому пути будете сидеть и отслеживать, где, чего, куда находится. Это будет очень неудобно, это очень будет неприятно. А теперь сделаем точно такую же штуку, только для словарей. Есть контакт, есть словарь. Да? В словаре, что у нас здесь? Имя, контакт 1, номера. Открывается еще один, work, вот этот. И вот здесь, видите, то есть мы заменяем отдельный список, вот как вот здесь, на просто пару ключ значения. И все красиво работает. То есть здесь мне надо четко знать путь, по которому мне надо идти. А здесь я говорю, обратись, пожалуйста, к третьему контакту. У него должны быть номера, и у него должен быть рабочий 3. Вот выведи мне, пожалуйста, 866. Что из этого читабельнее, что из этого понятнее? Ну, я думаю, в принципе, очевидно, да? Если вы не компьютер, то вот такое вам читать будет неудобнее. Вот такое будет все-таки поудобнее. Давайте сравним подходы, да, и выберем какого-то явного победителя или нет. На самом-то деле, спойлер, победителя здесь нет. Есть, скажем так, зоны ответственности. Так, пользователи, вывести тех, кто старше 18. То есть тут все сделано списками, тут все сделано словарем. Здесь у меня что? Пробегаюсь по пользователям, если юзер первый, то есть вот это, больше 18 вывожу. Окей. Здесь for user in username dict. Вот тут происходит некая магия, и в юзерах будет у меня мои ключи, то есть user 1 и user 2. То есть, да, там будет не вся информация, а только ключи. Получаем эти ключи и, соответственно, по ключу обращаемся. Username ключ, если больше 18, то print. Отработали они идентично, то есть и там user 2 выведен, все круто, все замечательно, но по записи, ну, видим, да, то есть как таковой разницы нет. Соответственно, что из этого использовать для чего? Ну, я бы использовал список. Почему список? Потому что список хорошо подходит для именно копания в информации, для ее сортировки, для какого-то поиска. Да? Словарь в этом плане чуть-чуть может пострадать. Хотя не всегда. Например, добавление пользователя в базу. Есть некий логин user2, age равен 14, for user in username user list. Мы что делаем? Если пробегаемся по всем пользователям, если такой пользователь есть, мы говорим логин занят и выходим. Если пользователя нет, мы его добавляем. Так работают со списками, да? Со словарями, если логин in username dict. Да, напоминаю, ключевое слово in говорит, что значение есть в данном итерируемом множестве, коллекции или что бы это ни было, да. То есть, если логин есть в этом словаре, значит логин занят. Если нету, значит добавляем. Обратите внимание, тут используется специальная функция append, но здесь мы просто говорим по ключу. То есть, в чем особенность? Мы говорим, если такой пользователь есть, добавь ему эти данные. Если нет, создай такие данные. То есть довольно удобная, простая логика. Это, в принципе, можно было бы как-то, да, то есть, смотрите, если логин есть, значит логин занят. Если логина нет, значит создаем этот логин. И все. То есть списки, они очень удобны, когда вы пользуетесь какой-то структурой, когда у вас есть какие-то четкие требования к организации этой структуры. Например, вот предыдущий код
да, про вот это вот, про кофемашину. Он смотрелся бы намного удобнее, он смотрелся намного бы проще, если бы мы сделали из него что? Словарь, в котором ключи это название напитков, а значение это что? Это еще словари, у которых ключ это объем, а значение это цена. Таким образом, мы могли бы уже это все как-то автоматизировать. То есть мы могли бы с этим как-то всем взаимодействовать. Возможно, в будущем я запишу видео по поводу кофемашины на Python. Она позволяет работать с меню. Напишите в комментах, было бы вам это интересно или нет, или да. Вот. Ну и set это специфическое такое множество. Оно редко когда встречается, если вы не работаете с большими данными. Но если вдруг вы очень-очень хотите пойти в какой-нибудь там ML, да, то есть Machine Learning или аналитику, статистику, множество вам там пригодятся. И здесь используется разница, пересечение и объединение. Ну, с самого простого начнем. Объединение это все данные вместе. То есть, смотрите, был 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Стало 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть дубликаты объединяются в один элемент, и union выводит нам, получается, что? Все элементы вместе. Intersection, пересечение. Это то, что есть и в первом наборе, и во втором наборе. То есть пересечение множеств. И difference это первое множество без второго. То есть без тех элементов, которые есть во втором. В данном случае без четверки. Примером из реальной жизни использования множеств являются социальные сети. То есть вы заходите в социальную сеть, и там пишется что-то типа вот этот вот человек, и у вас есть общие друзья. Как он узнает, что у вас есть общие друзья? Общие друзья это что? Пересечение списка ваших друзей и его списка друзей. Таким образом делается пересечение и узнается аккаунты, которые общие и там, и там. Вот. Простой пример, как работают множества, да? То есть у нас есть вот Андрей, Миша, Альбина и Алексей, Маша, Альбина. Мы делаем пересечение, и там есть вот это вот Альбина. Значит, у нас один общий друг, и это Альбина. Вот такой вот тип данных, вот такой вот. Мы, в принципе, разобрали с вами все самые простые коллекции, да. Что хотелось бы сказать про списки. Списки, они классные, то есть можно быстро пробегать по информации, можно быстро ее анализировать. Что можно сказать по тюплам, да? Тюплы хорошо подходят, когда вам надо передать какую-то копию информации, или вы не хотите, чтобы пользователь менял эту информацию, используйте тюплы. Что касается диктов, дикты классно работают, когда надо структурировать информацию. Не так классно, как классы, да, так классно, как классы. Потому что есть кое-какие особенности, потому что вот эти вот ключи можно... да, и это уже другой ключ. То есть тут есть шанс человеческого вмешательства. Поэтому надо быть очень... Плюс нет никаких проверок. Я вместо user1 могу написать там типа true, и он нормально это примет, потому что у него нет никаких проверок и нет никаких вот этих вот особенностей. Но в целом для начала словари очень-очень даже крутая штука, поэтому я рекомендую. То есть все вот эти вот три, они хороши в чем-то своем. Не надо говорить, я все делаю словарями или я все делаю списками. Если у вас однородная информация, возьмите список. Если у вас сложная структура, возьмите словарь. Если вам надо некая защищенность, используйте копирование или используйте тюплы. Да? Если вам надо, вот у вас есть наборы данных, и вам надо как-то их обработать, используйте множество. Да? То есть оно специально создано, чтобы быть. Вот. Собственно, мы разобрали. Следующее видео, это опять будет видео про приложение. Да, это будет компьютерная вариация игры Blackjack, написанная на языке Python для консоли. Вот такая вот история. Собственно, что-то нажмите, напишите и увидимся в следующих видео. Всем пока!